Сегодня хочу показать вам рецепты, которые точно стоит попробовать. Они настолько простые и быстрые, что их можно готовить хоть каждый день. В первом рецепте всего 5 минут на подготовку, и духовка сделает все остальное. Это действительно быстрый и вкусный завтрак, который получается из самых обычных продуктов. Иногда именно такие рецепты становятся любимыми, потому что они не требуют много времени и сил, а результат радует всю семью. Для этого рецепта я беру 4 средних яйца. Разбиваю их в глубокую миску, добавляю щепотку соли, немного сахара и обязательно ванильный сахар для приятного аромата. Венчиком перемешиваю яйца, не взбивая их слишком сильно. Весь список ингредиентов, как всегда, вы сможете найти в описании под этим видео. Теперь вливаю теплое молоко. Оно должно быть именно теплым, а не холодным. Тогда тесто получится более нежным и однородным. Постепенно начинаю добавлять муку, перемешивая венчиком, чтобы не образовались комочки. Здесь спешить не стоит. Дайте тесту собраться в гладкую массу. Хочу сказать вам огромное спасибо за то, что подписываетесь, оставляете комментарии и делитесь моими рецептами с друзьями. Благодаря вам я нахожу все больше вдохновения для новых блюд. К тесту добавляю немного растительного масла и еще раз перемешиваю. На этом этапе масса становится эластичной и приятной. Отставляю ее в сторону и перехожу к яблокам. Для этого рецепта подойдут самые простые яблоки, сладкие или кисло-сладкие, на ваш вкус. Их можно натереть на терке или мелко нарезать. Я предпочитаю нарезку, так кусочки чувствуются в готовой выпечке, и пирог становится для меня более интересным. Удаляю сердцевину, плодоножку и нарезаю. Форму застилаю пергаментной бумагой и выливаю туда тесто и слегка разравниваю венчиком или силиконовой лопаткой. Сверху выкладываю яблоки. Здесь важно не торопиться. Распределите их равномерно по всей поверхности, чтобы каждый кусочек пирога получился сочным. Кстати, недавно одна подписчица написала в комментариях, что ей очень нравятся рецепты с яблоками и попросила больше вариантов именно такой выпечки. Поэтому этот яблочный пирог будет как раз для вас. Разогреваю духовку до 190 градусов и ставлю форму в режим вверх-вниз примерно на 15-20 минут. В это время можно спокойно заняться другими делами. Пока пирог выпекается, приготовлю ароматную посыпку. Смешаю немного сахара с корицей и мускатным орехом. Это сочетание классика, особенно в яблочной выпечке. Можно добавить имбирь или кардамон, если любите более пряные ароматы. И именно такая нотка корицы превращает обычный пирог в ароматный десерт к чаю. Когда пирог готов, достаю из духовки и еще горячим посыпаю смесью сахара и специй. Нарезаю пирог на порционные кусочки. Сворачиваю такие кусочки в трубочки. Можно подавать со сметаной, медом или с вареньем. Этот яблочный пирог действительно быстрый и вкусный. Готовится просто, продукты самые доступные, а результат похож на невидимый пирог. Легкий, воздушный и ароматный. Кстати, его можно подавать не только на завтрак, но и на ужин или приготовить, когда ждете гостей. С чашкой чая или кофе это отличное дополнение к дружеским посиделкам. Также яблоки можно заменить на сливы. Получится настоящий сливовый пирог. Можно добавить груши или персики, или даже ягоды. Такой рецепт универсальный. Он легко подстраивается под сезон и настроение. Итак, наш первый рецепт готов. Пеките хоть каждый день, это действительно вкусно и просто. У меня есть еще один способ приготовить вкуснятину, такой же быстрый и простой. И он отлично продолжает идею первого. Так что берем просто привычные продукты и пробуем их чуть по-другому. Я уверена, что у каждой из вас бывало так. Захотелось чего-то сладкого к чаю, но долго возиться на кухне сил нет. Вот тогда на помощь приходят эти пирожки. Быстрые, ароматные, румяные и такие мягкие внутри. Для начала берем творог. Здесь важный момент. Чем суше творог, тем лучше пончики. Если творог слишком влажный, тесто будет липким и придется добавлять много муки. А от этого пончики станут плотными. Если вы не уверены в своем твороге, просто положите его на марлю и слегка отожмите лишнюю жидкость. Это лайфхак номер 1. Дальше к творогу добавляю яйца, сахар, щепотку соли для баланса вкуса и немного ванильного сахара. Он сразу придает выпечке теплый аромат. Перемешиваю все вилкой до однородности, чтобы не было крупных комков. Тут есть хитрость. Если хотите пончики более воздушными, протрите творог через сито. Да, это чуть дольше, но результат – нежное тесто, которое потом приятно тает во рту. Теперь мука. Я обычно добавляю ее постепенно. Так тесто легче контролировать. Оно не должно быть ни слишком крутым, ни жидким. Ориентир простой.
тесто мягкое, слегка липкое. Для лепки удобно смазывать руки растительным маслом. Такие пирожки можно подавать с любым соусом. В этом видео я покажу вам панировку. Для этого смешиваю сахарную пудру с корицей и пока отставляю в сторону. Масло для жарки должно быть хорошо разогрето. Если бросить пирожки слишком рано, они впитают слишком много масла и станут тяжелыми. Чтобы проверить температуру, можно кинуть маленький кусочек теста. Если он сразу всплыл и начал шипеть, масло готово. Жарю партиями, чтобы пирожки не толкались в сковороде и прожаривались равномерно. После можно выложить на бумажное полотенце. Если пирожки остыли и потеряли мягкость, есть лайфхак. Прогрейте их буквально пару минут в микроволновке, и они снова станут теплыми и нежными. Если вы уже пробовали творожные пирожки, делитесь своим опытом в комментариях. Интересно узнать ваши варианты. Спасибо, что подписываетесь и делитесь моими рецептами с другими. А в конце видео вас ждут еще несколько интересных рецептов, которые точно стоит попробовать. Приятного аппетита!